Май– это не только начало посадок и посевных работ, но и время сбора лечебных трав и растений. Чтобы получать от растений наибольшую пользу, необходимо точно знать, когда их заготавливать. В каждый период жизненного цикла значительно может меняться микроэлементный состав у растения, и соответственно сбор будет оказывать разное влияние на организм. В зависимости от периода, одно и то же растение может иметь различные формы заготовки. В последний, весенний месяц, множество растений находятся на этапе полного набора сил. Вступают в фазу активной вегетации, и полезные вещества в них наиболее сконцентрированы. Рассмотрим самые распространенные и популярные культуры, которые собирают и заготавливают в мае. Лопух-репейник. Заготавливают в мае листья и корни. До начала активного роста корни выкапывают, моют в холодной воде, разрезают на полоски и сушат в тени. Используются при болях в суставах, для заживления ран, лечения болезней желчного пузыря, почек, запоров, сахарного диабета. Сок из листьев. В лопухе содержится полисахарид инулин. Это средство нормализует уровень сахара в крови. Применение сока снижает показатели холестерина, нормализуется обмен веществ, выводятся токсические вещества и соли тяжелых металлов из организма. Вещество фитостерин, содержащееся в соке лопуха, замедляет рост новообразований и опухолей. Мать и мачеха. В мае собирают цветки. Цветки собирают во время цветения. Листья собирают после вызревания семян. Желательно цветки собирать еще в бутонах, или только раскрывшимися, так как они могут распушиться при сушке и стать негодными для применения. Лучше всего их собирать ранним утром. Цветы срезают ножницами, так они сохранят максимум полезных свойств и останутся целыми. Сушат в тени. Мать и мачеха – это традиционное средство от кашля. Оказывает обволакивающее, отхаркивающее действие. Чаем из этого растения можно облегчить откашливание, сделать более жидкой вязкую бронхиальную слизь. Облегчает состояние при острых респираторных заболеваниях вирусной природы, включая грипп. Одуванчик лекарственный. Листья заготавливают до появления цветочных стрелок. Соцветия собирают в начале цветения. Корни выкапывают весной до цветения, либо осенью. Обладает общеукрепляющими, жаропонижающими свойствами. Улучшает работу почек и печени. Улучшает работу желудка, устраняет запоры и боли в кишечнике. Препятствует появлению газов. Укрепляет иммунную систему. Береза. Целебными свойствами обладают практически все части березы, однако собирать их нужно в разное время. Так, если почки следует заготавливать в марте и апреле, то сережки собирают именно в мае. Их можно использовать для восполнения дефицита витаминов, а также для лечения заболеваний крови, суставов, ЖКТ и почек. Используют при ангине и диабете. Также березовые сережки, наравне с листьями, используются в косметологии, для улучшения состояния волос. Боярышник. Собирают цветки, листья, кору. Листья собирают до начала цветения, цветки в первые дни цветения. Кору заготавливают со срезанных до начала сокодвижения побегов. Боярышник улучшает сердечную деятельность и кровообращение, понижает артериальное давление, устраняет симптомы легких форм тахикардии и мерцательной аритмии, нормализует уровень холестерина и показатели свертываемости крови, предотвращает атеросклеротические бляшки, устраняет спазм сосудов. Боярышник обладает успокаивающим эффектом, снижает возбудимость нервной системы, помогает нормализовать сон. Крапива. Как известно, крапива обладает многими полезными свойствами. Легче перечислить заболевания, при которых ее не следует использовать, чем те, с которыми она помогает справиться. Кроме того, что ее можно использовать в народной медицине, ее также рекомендуют применять в косметологии, как в народной, так и в традиционной. Однако таким широким спектром действия обладает только то растение, которое собрано в первые 2 недели мая. Крапива, заготовленная позднее, теряет часть своих полезных элементов и, соответственно, целебных свойств. Брусника. Бруснику можно собирать круглый год, так как это вечнозеленый кустарник. Все же, наиболее полезными свойствами обладает лист брусники, собранный весной.
В первой половине мая идут последние дни для сбора брусничного листа. Как только брусника даст новые побеги, пользы от нее будет меньше, а высушить ее будет сложнее. Брусника обладает вяжущим, антисептическим, дезинфицирующим, желчегонным и мочегонным средством. Используется для лечения воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Эффективен брусничный лист на начальных стадиях гипертонии. В комплексной терапии помогает при проблемах с суставами. Лечение артрита, артроза, остеохондроза. Подорожник. Листья подорожника следует заготавливать с мая по август, когда данное растение цветет. Их нужно собирать до тех пор, пока они не поменяют окрас с зеленого на красный или желтый. Тогда уже их брать не следует, так как никакой пользы от них не будет. Подорожник является отличным лекарственным средством для человека. Он прекрасно снимает воспаление, служит антисептиком, заживляет и затягивает раны, снимает боль, а также оказывает кровоочистительное действие. При помощи настоя из листьев подорожника можно избавиться не только от кашля или респираторного заболевания, но и от таких серьезных заболеваний, как туберкулез легких, плеврит, катар верхних дыхательных путей, бронхиальная астма и коклюш. Спиртовой или водный лиственный экстракт растения незаменим при особо тяжких формах язвы. Подорожник способен избавить от таких заболеваний желудка, как гастриты, энтериты, энтероколиты, язва желудка и кишечника.